Привет, друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, вы у меня на канале. Я в Казахстане, в городе Актау, на его прекраснейшей морской набережной, на берегу замечательнейшего Каспийского моря. В предыдущем видео мне справедливо попеняли, что вот тот кусок набережной от пирса, который зовется Самал, легкий ветерок, бриз, до того самого разноцветного осетра, это еще не вся набережная. Вот оставшийся участок сегодня морской набережной мы и посмотрим. Морская набережная в Актау дальше продолжается вот туда в виде скальной тропы, но скальная тропа — это тема для отдельного видео. А сегодня мы с вами прогуляемся по той части набережной, которую я еще не охватил. Я почему-то думал, что у этого замечательного спуска в виде таких вот террас и ступенечек к морю должно быть какое-то имя собственное, но почему-то на картах нашлось только просто спуск. Ну, спуск и спуск. Спустимся туда, посмотрим, как там выглядит море, какие оттуда открываются виды, ну и потихонечку по оставшейся части набережной дойдем до разноцветного осетра. А я вам, как это уже принято, во время нашей с вами прогулки расскажу об очередных своих впечатлениях от прекрасной страны Казахстан, от замечательного города Актау и прекрасного голубого, чистого Каспийского моря. Не переключайтесь, надеюсь, вам будет интересно. С первого взгляда все выглядит как некоторый лабиринт. То есть можно вот куда-то туда пройти, можно вот к тому деревцу пройти. Я думаю, стоит не просто спуститься к воде, а еще пройти по всем вот этим вот закоулочкам этого лабиринта и посмотреть, как тут все организовано. Ну, потому что я ведь любопытный, любознательный, да и вы наверняка тоже любознательный, раз вы меня смотрите. Спуск этот и правда на первый взгляд выглядит как лабиринт. Куча всяких разных вот этих вот бордюрчиков. Но на самом деле все организовано достаточно просто. Есть такая одна лестница по одной стороне спуска, и ровно такая же лестница по другой стороне спуска поднимается наверх. А все вот эти вот бордюры, парапеты, или как это правильно называется, всего лишь элемент декорации. Но выглядит, надо сказать, красиво. И вид отсюда открывается прекрасный и соответствующий. Еще одно сильное впечатление, которое у меня оставил город Актау, это его погода. Ну, я, конечно, читал в Википедии перед тем, как сюда ехать, что здесь мягкий такой приморский климат, с одной стороны, в то же время имеющий влияние пустыни. По приезду здесь выяснилось, что здесь работает, в общем-то, одно правило. Если светит солнце и нет ветра, жарко. Если не светит солнце и дует ветер, холодно. Если солнце светит, ветра нет, я сам уже запутался в своих показаниях. В общем, солнце печет, даже если температура воздуха невелика и тебе становится жарко. А ветер, как правило, холодный и продувает тебя прям до костей. Поэтому не лишним всегда и везде, гуляя здесь, с собой брать что-нибудь, приодеться, какую-нибудь курточку, даже если по выходу из дома вам показалось, что вполне себе окей будет и в футболке. Ну, вот такое наблюдение по поводу приморского климата замечательного города Актау. По этому спуску можно просто пройтись по краю на лестнице, или вот по этим всем террасам тщательно и внимательно прогуляться вниз до самой воды. А вид отсюда открывается просто замечательный. Вот там дальше видно ту самую скальную тропу, которая идет вдоль берега до мелового мыса и туда за него загибается. А в ту сторону, в сторону севера, видно вот такой не слишком, наверное, облагороженный участок набережной до вот того самого молла, выходящего в море, на котором стоит тот самый разноцветный осетр, ставший уже на моем канале притчей во языцах. Красота, прекрасная погода. Греет солнышко. Я вам обязательно рекомендую посетить Актау, если вы здесь еще не были. Здесь вот так вот.
правой стороны по ходу спуска внизу у моря вот расположена сцена и амфитеатр с местами для зрителей. Но, похоже, этот зрительский амфитеатр довольно давно уже не использовался по своему прямому назначению, потому что места для зрителей уже немножечко подзаросли каким-то интересным кустовым растением. Я таких еще не видел. Поэтому, если вы знаете, что это за растение, расскажите, пожалуйста, мне об этом в комментарии. Будет и мне интересно, и всем остальным, кто не знает, что это за растение, тоже. Спускаемся по последней лестнице. И вот мы уже на набережной у моря. Давайте пройдем с вами на сцену, посмотрим, как все это выглядит со сцены. Солнце сегодня настолько яркое, что мне пришлось вернуться в машину за очками и за кепкой. Потому что без очков я наверняка выглядел как покусанный пчелами пчеловод. А без кепки мне и кукушку уже и так напекло. А вот так вот выглядит этот спуск и амфитеатр со сцены. Еще одно сильное впечатление от этого визита в Казахстан — это какое все-таки чистое и прозрачное Каспийское море. Берег состоит из камней, из таких крупных, и здесь это особенно заметно. Посмотрите, вот там вот, например, нет на дне водорослей, и насколько прозрачная, чистая, голубая вода. Здесь какая глубина? Ну, парочка метров, наверное, есть, но тем не менее видно все насквозь, все дно. Как говорит один ютубер, реально нереально. Очень красиво, правда. Не ожидал от Каспийского моря такого. Почему-то я думал, что оно будет каким-то мутным. Вода значительно отошла, то здесь обнажился вот такой вот берег, очень сильно изъезденный водой. Вот такие вот, я не знаю, как это назвать, каверны выдолблены в этих скалах. В них еще стоит вода. Куча всяких вот таких вот волнами выточенных причудливых узоров. Очень красиво на самом деле. Сейчас море спокойное, волны нет. А, наверное, когда здесь волна, и когда все это еще закидывает сюда на берег, это, наверное, выглядит еще более впечатляюще. Посмотрите, какая крутотень. Какой-то такой нереальный лунный или марсианский пейзаж, наверное. Ну, справедливости ради, наверное, надо сказать, что это не самая прочная скала, это песчаник. Но все равно, какое большое количество лет и какой объем, скажем так, усилий понадобился воде, чтобы проточить в скале вот такие вот причудливые формы. Обалдеть. И еще одно впечатление. Я не зря в прошлом видео спрашивал по поводу, какая рыба здесь водится и какую рыбу здесь ловят рыбаки. Потому что на первый взгляд, когда ты так смотришь, вода абсолютно прозрачная, видно до самого дна довольно глубоко, и никаких рыб ты здесь не видишь. И на первый взгляд никакой рыбы здесь нет, и поэтому удивительно, что же здесь народ ловит. Но вчера мы были на том пирсе, и мой товарищ бросил в воду что-то, и сразу же вот где-то там между камней отделились несколько рыб, которые проявили, так сказать, вязчий интерес к тому, что же он туда бросил. То есть жизнь там все-таки есть. Сейчас я попробую провернуть такой же фокус с камушком. Может быть, и здесь какие-нибудь рыбехи вылезут. Потому что если вот так смотреть, то вот видно всю воду, все дно. И здесь у берега, ну, кажется, что все это как-то абсолютно безжизненно. Давайте попробуем. Я кину камень. Но камень спокойно долетел до дна, и никаких рыбок не появилось. А нет, вон. Смотрите, вылезла стайка целая мелких вот такой вот рыбешки, которой до этого видно не было. Во!
Блин, офигенское тоже впечатление от Каспийского моря. Красотища. Я такого еще нигде не наблюдал. Возвращаемся к нашей прогулке по набережной. На этом участке набережной, ну вот там вот вдоль склона есть асфальт, там есть скамеечки, там растут деревца, там есть тень, там удобно, наверное, посидеть. Но, сами понимаете, на таком участке набережной гулять по асфальту совершенно неинтересно. На таком участке набережной нужно идти вот по этой скале, разглядывая все вот эти вот каверны, надолбы и выдолбы, которые здесь проделала вода. На все эти трещинки, на все эти выпуклости и впуклости. Естественно, при этом нужно смотреть под ноги, чтобы, во-первых, дойти туда, куда надо, а во-вторых, остаться целым и невредимым. А в любом случае, всегда при всех прогулках соблюдайте осторожность. Такой вот вам совет от странного дядьки. Ну вы посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая лазурная, чистая, прозрачная вода. Какое замечательное дно. Какое замечательное, тихое, спокойное море. Солнце светит. Ветра практически нет. Тепло. Можно даже сказать, что жарко в этой куртке мне уже. Ну красота же. Меня прям переполняют эмоции. Ну, вот ради этого всего стоит жить. Ради вот таких вот впечатлений. Если вы никогда здесь не были, приезжайте сюда посмотреть. Я думаю, что и вам будет интересно, и местному бизнесу лишний доход не будет лишним, потому что доход лишним не бывает. Очень хочется куда-то перебраться вот туда, вот на ту косу, и по ней там походить. Но там, наверное, водоросли, а на водорослях, на камнях, наверное, довольно скользко и мокро. Тем более, что волной все это дело, видимо, регулярно омывает. Но, тем не менее, сейчас вот я дойду куда-нибудь вот туда, посмотрю, можно ли там спуститься, и попробую куда-нибудь выйти туда подальше к воде. Наверняка там тоже безмерно интересно. К сожалению, здесь туда дальше не пройти, надо искать другой спуск. Набережная на этом участке тоже вполне себе ухоженная. Ну, конечно, нет вот этих вот колонн, столбов в виде пальм, нету парапета, но вот есть дорожка, мощеная плиткой, скамейки, чтобы посидеть, растительность, деревья, чтобы посидеть в тени, как, например, вот там. Ну, посмотрите, какая красота. Посмотрите, какой причудливый ландшафт. Ну вот, супер. Актау, клевый город. Вот такая вот здесь пешеходная часть набережной. Есть дорожка для пешеходов, есть дорожка для машин, есть тень от растений. Есть скамеечки, чтобы посидеть. Ну, тоже прям клевое место. И вид отсюда открывается тоже совершенно замечательный. Прекрасное Каспийское море. А в сторону города здесь тоже такая террасами спускающаяся дорога. А там все дома, дома, кафешечки, заведения и новые дома, и строящиеся дома. Надо сказать, жилья в Актау строится прям значительное количество. Некоторые новостройки, вот как эти, прямо на берегу моря, прямо в центре города, а туда на север, там прям целые кварталы огромные застраиваются. То есть, ну, видимо, жилье здесь пользуется спросом, и народ сюда приезжает жить. Круто. Дальше по набережной есть вот еще одна лестница, ведущая туда, в центр города, наверх. Это место на карте обозначено как комплекс нового спуска. Хотя наверняка у этой лестницы, ну, должно же быть какое-нибудь имя собственное. Идем дальше. Там дальше есть причал, есть какие-то заведения.
лестница, много ступенек. Здесь тренироваться хорошо, бегать с утра пораньше, вниз, вверх, вниз, вверх. Через одно из таких заведений можно выйти на пирс. Ну или скорее это не пирс, а, наверное, смотровая площадка. Посмотрите, какое расстояние освободилось уже от воды. Воды ушло прям очень много. Очень сильно изменился уровень. Я понимаю, что я в каждом видео об этом говорю, но это тоже очень сильное впечатление. Я очень надеюсь, что вода вернется, потому что весь этот процесс, он цикличен. Очень бы хотелось, чтобы вот здесь плескались волны. Было бы потрясающе красиво. До того самого цветного осетра, который стал моим любимым ориентиром на набережной Вактау, уже совсем рукой подать. Буквально, наверное, метров 800 в ту сторону. И вон он там, вот на следующем волноломе расположен. Я, конечно, дойду туда, но это, наверное, уже будет вне рамок этого видео. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, до этого момента. Огромное спасибо тем, кто задонатил свой взнос в мой фонд путешественника. Вы можете меня поддержать не только материально, но и нематериально. Поставьте лайк под этим видео, напишите комментарий в комментариях, расскажите своим друзьям, что есть такой странный дядька, у него есть канал, и там выходят интересные видео. Сделайте ссылку на мой канал или на мое видео у себя в социальных сетях. Я не знаю, расскажите соседям по подъезду, поделитесь у себя в мессенджерах. Любая помощь и продвижение будут полезны, потому что очень хочется, чтобы канал рос и развивался. Будут еще интересные видосы. Приходите еще. Счастья вам, здоровья, любви, терпения. А на сегодня все. Пока.